Эрдоган серьезно подставил Путина с Сирией. Трамп готовит встречу с Ким Чен Ыном. Россия не исключает, что Дональд Трамп проведет встречу с лидером КНДР. Кремль готовится к неожиданному удару со стороны США. Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий. Эрдоган снова переиграл Путина. Президент Турции примет в Анкаре генсека НАТО Марка Рютте и, в частности, обсудит развязанную Россией войну против Украины. Вот об этом мы не только говорим далее, но сначала прошу вас поставить лайк и подписаться на этот канал. У нас тут просто действительно интересно. Погнали. В Сирии разгорелась война, ведь надежный друг Эрдоган ударил в спину Путина в этом регионе. Повстанцев, которые ведут наступление на силы сирийского диктатора, называют протурецкими, поскольку базируются они в Идлибе. А фактически эта территория является сферой влияния Турции. Прокси там отовсюду срывали плакаты Путина, топтались по Путину, топтались по изображениям Башара Асада. Короче, развлекались как могли, назовем это так. Сирийские повстанцы захватили огромный склад с российским оружием, боеприпасами и военной техникой. Бог велик, и слава принадлежит Богу. Благодаря ему мы можем воспользоваться этим старинным танком. Слава Богу за все. Почему эти события серьезный удар для Путина? А по нескольким причинам. Первое и самое очевидное. Давайте просто вспомним, сколько лет Путин и Асад воевали за Алеппо. Сколько денег Кремль потратил на эту войну? Сколько лет Путин работал над своим влиянием в этом регионе? Но разве это не демонстрация того, как великий многоходовочник и так называемый лидер нового миропорядка держит ситуацию в узде? Это прекрасно все видят его так называемые товарищи и союзники, такие как Эрдоган. Ведь что показательно, повстанцы выбрали как никогда удачный момент для проведения такой вот операции. Почему удачный? Хочу отметить, что операция в Сирии началась в один день с прекращением ударов Израиля по Ливану. И это не просто так. Ведь одна из главных сил поддержки правительства Асада – это Хезболла. Она воевала против Израиля, и она, очевидно, изрядно потрепана в боях с Сахалом. То есть, оказывается, сопротивление она не способна. Если бы была другая ситуация в мире, тогда да. Тогда можно было бы ожидать, что сирийскому диктатору могли бы дать и денег, и оружие. Но только есть нюанс. Ни того, ни другого у России сейчас и у самой не то чтобы в достатке. Но там, конечно, да, там могут пообещать. Потому что друзей, ну или даже друзей у Кремля немного. Надо ценить тех, кто остался. Но, как мы знаем, обещать не значит жениться. И пример этому ситуация в Карабахе и неучастие в ней российских миротворцев. Проблема Башара Асада, сирийского диктатора, в том, что он, похоже, никак не использовал выделенные ему несколько условно мирных лет для консолидации, назовем это так, своей части страны и приведения ее в более-менее пристойное положение. Наоборот, нестабильная ситуация и коррупция, и закручивание гаек, по рассказам местных, стали еще сильнее. Настолько сильнее, что там уже до этой операции протурецких сил стали бунтовать лояльные ранее общины и кланы. Протурецким прокси просто нужно было выждать момент. В условиях роста влияния извне и внутренней нестабильности Россию ждет еще большая изоляция в Сирии, где она уже не может контролировать ситуацию. И силы, и средства для выделения на этот регион банально отсутствуют. Более того, напомню, что именно из Сирии Путин не так уже и давно, наоборот, выводил большую часть своих войск, чтобы кинуть их на фронт в Украину. Что остается делать тут российскому диктатору? Походу придется договариваться, причем договариваться явно не на самых лучших для себя условиях. Очередной козырь появляется на руках у многочисленных противников и даже союзников, таких как Эрдоган, например. Хочу еще отметить то, как воздушные замки Путина за последний год начали стремительно рушиться. Смотрите, надежный друг Эрдоган ударил в спину в Сирии. Товарищ Си недовольно смотрит в сторону КНДР и захватывает российские рынки, при этом не забывая уничтожить российскую экономику. Традиционный партнер Токаев подумывает гнать газ в Китай, конкурируя с Россией. Что тут говорить, даже в Абхазии Путину дали
хорошую такую затрещину. Только Лукашенко, да, он как-то присмирел перед выборами, так называемыми в его стране, хотя и он налево и направо за спиной диктатора ведет диалог с Западом. Знаете, парадоксально, я вам так скажу, но в условно-мирное время у кремлевского деда как-то лучше получалось играть в империю, чем в эпоху так называемой СВО. С помощью мягкой силы, экономических рычагов и прочих политических приемов Россия путинская не только сохраняла влияние в самых разных регионах мира, но и расширяла свою экономическую экспансию. Ну а что сейчас? А сейчас другие большие игроки мира сего пользуются слабостью Российской Федерации, пользуются слабостью Путина. Они откусывают все больше кусков от этой недоимперии. Зато да, зато, так сказать, у Путина появился орешник. Ну и все идет по плану. Москва не исключает, что избранный глава Соединенных Штатов Дональд Трамп захочет повторить опыт своего первого президентского срока и проведет встречу с лидером КНДР. Соответствующее заявление сделал заместитель МИДа России Андрей Руденко. Беда для Кремля подкралась оттуда, откуда не ждали. Российский МИД признал, что Трамп после официального вступления на должность президента США, вероятно, захочет встретиться с Ким Чен Ыном для обсуждения важных моментов как в контексте напряжения между США и КНДР и, что немаловажно, в контексте российско-украинской войны. Простыми словами говоря, Ким Чен Ын оказался одним из тех козырей, которые были припрятаны у Дональда. Ведь я напомню, когда он был президентом, Трамп поддерживал диалог с КНДР. Более того, он даже заходил на территорию Кима в 2019 году. Ну, они там обнимались, сжали друг другу руки, куча прессы набежала, этот момент исторически тогда фиксировала. Цель встречи тогда была простой. И в чем-то она, кстати, совпадает с реалиями сегодняшних дней. Это устойчивый и справедливый мир. Тогда речь шла больше про мир на территории Корейского полуострова, но сейчас на повестке дня есть еще и полномасштабная война в Украине, в которой Ким Чен Ын стал активным участником на стороне Путина. В этом контексте встреча будет выгодна для обеих сторон, учитывая особенно историю с мирным планом Трампа. Давайте подумаем, а при каких условиях эта встреча вообще может состояться? Я считаю, что одной из основных предпосылок может быть отказ Путина идти на справедливый мир. Ведь, простыми словами говоря, если Путин не захочет по-хорошему, то будет по-плохому. Вполне логично, что Трамп может планировать провести встречу с Кимом сразу после того, как вступит в должность. У них уже состоялись переговоры во время предыдущего президентского срока Трампа и, по всей видимости, были достигнуты определенные договоренности. У президента США есть все необходимые возможности остановить сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военно-технической сфере. Лидер КНДР за это может выторговать для себя много плюшек, а вот для Кремля это станет удар, что называется, под дых. Если Трамп ищет варианты остановить войну, то, лишив российскую армию корейских боеприпасов, без которых она сейчас уже не может обойтись, он поставит Кремль в очень сложное положение. Естественно, Трамп и его команда будут бить по самому актуальному. Это, например, по нефти и по связям Путина с диктатурами. Тут еще не забываем про Иран и про желание президента Пезешкиана поддерживать диалог с США. Все и везде зависит от цены, которую может предложить тот же президент США. А если говорить в контексте КНДР, то предложение может быть очень заманчивым для Кима. Ведь по сути, давайте так, лидеру КНДР абсолютно пофигу на дружбу без ограничений с Путиным. Киму дальше нужно жить так, как ему хочется, а не так, как хочется слабеющему северному брату без ограничений. Ким, кстати, уже недоволен тем, что делает его таежный товарищ с его северокорейскими солдатиками. Ким недоволен обеспечением войск КНДР на фронте. Войска КНДР в Курской области по большому счету еще не принимали активного участия в боевых действиях, однако конфликты вокруг них продолжаются. Кроме бытовых моментов, возник и политический контекст. Наши северокорейские партнеры решили, что сейчас лучшее время высказывать недовольство по поводу наличия у их бойцов вооружения. Говорят, техники не хватает. Недовольны, что вследствие ударов ракетами северокорейские войска уже понесли потери. Говорит источник в Генштабе. Даже ходят слухи, что ситуацию с северокорейскими войсками в Курской области держит на личном контроле лидер КНДР, сказал источник в Минобороны. Если Ким отойдет от помощи Путину, заберет своих солдат назад к себе в Пхеньян и прекратит поставлять оружие диктатору, то кто-то в Кремле
явно задумается над тем, чтобы пойти на мир. Мир через силу. Более того, я вам так скажу, Трамп уже начал воплощать эту концепцию в жизнь. Ведь в плане мира через силу одним из пунктов явно было разрешение ВСУ на дальнобойные удары западным оружием вглубь территории России. Да, конечно, его дал Байден. Но тут, так сказать, не все так однозначно. Наша команда Дональда Трампа, тесно сотрудничает с администрацией президента Джо Байдена по важным вопросам национальной безопасности. Если говорить в контексте решения администрации Байдена позволить бить американскими ракетами вглубь России, то я говорил с советником Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, чтобы убедиться, что нынешний Белый дом и переходная команда Трампа работают заодно. Тот факт, что именно Байден сейчас дал это разрешение, это, как я и сказал ранее, не про какую-то подставу для Трампа. Это и было сделано для Трампа и для его устремлений принудить Путина сесть за стол переговоров для обсуждения справедливого мира и гарантий безопасности для Украины. И знаете, тут очень смешно наблюдать за тем, как путинские миньоны всячески пытаются сейчас вбить клин между администрациями Байдена и Трампа. Просто послушайте, что на Медне говорил Лавров про это разрешение. У партии демократов, видимо, это в крови, потому что в 2016 году, в декабре, когда Обама уже уходил, оставалось 3 недели до инаугурации Трампа, Обама такую вот свинью подложил своему сменщику, когда выгнал десятки российских дипломатов, всего 120 было с лишним, включая членов семей. Вот, и одновременно Обама своровал, по-другому не скажешь, 5 объектов российской дипломатической недвижимости. До сих пор нам туда даже доступ не предоставляют. Ну и, конечно, первые недели пребывания Трампа в Белом доме были, вот с точки зрения его планов, нормальный диалог с Российской Федерацией, кстати, они были, конечно же, эти планы подорваны в значительной степени. Не исключаю, что вот это вот стремление, ну, по-русски говоря, простите меня за жаргон, нагадить, оно проявляется вот и в нынешних условиях. Казалось бы, да, складно жеребец плетет, но только вот реальность другая. Реальность в том, что Путин есть слабым местом даже для его так называемых дружественных диктатур, с которыми он сотрудничает сейчас активно. И как только наступит правильный момент, они оставят деда наедине в одном из его бункеров. И штука еще вот в чем. Яркий пример так называемого кидалова для Путина, ножа в спину, это политика Эрдогана, который давным-давно уже играет свою игру, в которой именно российский диктатор есть разменной монетой. Эрдоган, напомню, без стеснения говорит, что Кремль должен вернуть Крым Украине, что мир должен быть в рамках территориальной целостности Украины, и что концепция «мир через силу» в контексте Кремля есть как никогда рабочий. Поскольку, напомню, Эрдоган говорил о том, что Трамп в состоянии закончить войну в Украине достаточно быстро, поскольку у США на это есть все ресурсы. А на днях, кстати, тут стало известно, что этот же Эрдоган запланировал встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, чтобы обговорить вопрос российско-украинской войны. Президент Турции примет в Анкаре генсека НАТО Марка Рютте и, в частности, обсудит развязанную Россией войну против Украины. Об этом в комментарии Reuters рассказал неназванный турецкий чиновник. Турция, которая осудила российское вторжение, заявляет, что поддерживает территориальную целостность Украины и оказывает Киеву военную поддержку. Также, по словам собеседника агентства, во время переговоров в понедельник Эрдоган и Рютте также обсудят устранение препятствий для оборонных закупок между союзниками по НАТО и совместную борьбу Альянса с терроризмом. После появления этой инфы почти сразу же произошел разговор Путина и Эрдогана в телефонном режиме. Официальный портал Кремля сухо написал, что турецкий президент и российский диктатор Путин обговорили повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества, ну а также был затронут ряд международных тем. Но, учитывая то, какие политические действия мы видели от Эрдогана, я уверен, что тональность этого разговора явно была не очень приятна Путину. Вообще, режим Путина сейчас, ну, точнее, не сейчас, а последние 2 недели, в тот период, когда отсутствовал сам диктатор,
пытался как-то придумать ответ Западу на его действия. Придумали они абсолютно нелепую историю с этим орешником. Придумали даже название это, не менее нелепое. И вот они ударили своей баллистикой по Днепру, начали кичиться и бить себя в груди, что вот они красавцы. Аналоговнетный орешник дал всем Кузькину мать. Однако и тут нюанс. На 4-й день после этого удара преступного в СМИ опубликовали спутниковые снимки с места поражения. И знаете, сами посмотрите, на них как-то сильных повреждений нет. Что же это получается? Путин соврал про успех и мощность своей новой палки? Или не новой, а модифицированной? Не может такого быть. Смешно, кстати, что Песков, даже несмотря на абсолютно провальную историю с этим орешником Путина, все равно вышел и сказал про то, что Западу нужно бояться. Чего бояться, он, правда, не сказал. Но бояться надо. Такого ведь не было даже на пике советско-американского противостояния, чтобы ракеты западные прилетали по территории Российской Федерации. Это, наверное, даже уже не Карибский кризис. Это что? С чем это сравнить, эту ситуацию, которая сейчас сложилась? Она беспрецедентна. Действительно, коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки в том плане, что даже не думайте, я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно. Только вот почему-то после того, как Путин продемонстрировал свой орешник, как бы это сейчас ни звучало, во Франции на официальном уровне заговорили о том, чтобы тоже разрешить Украине бить по территории России французскими ракетами большой дальности. И вообще там допустили отправку французских военных в Украину. Как-то, знаете, орешника почему-то никто не испугался. Да что там Франция? Даже ручные пропагандисты Путина на этот орешник, мягко говоря, смотрят очень скептически. Орешник, экспериментальный вид вооружения, в серию он еще не вышел. Вопрос заключается в количестве, он же кедр на самом деле, если так разбираться предметно. Соответственно, в количестве. Есть разные мнения по этому вопросу, но это не серия точно. Соответственно, поэтому США, кстати, по этому поводу бояться не следует. Единственный способ, каким США об этом имеет смысл бояться, если на Дальний Восток их перегнать. Кроме того, готовится, судя по всему, политический обмен, который сейчас готовится через адвокатов, в том числе, с двух сторон. С учетом особенностей этого политического обмена, с большой долей предполагает, спецпереговорные треки. Сейчас, судя по всему, как раз подготавливается эта база, соответственно, к этому процессу, который мы будем все дружно лицезреть. Скорее всего, если, конечно же, до этого времени, мы все дружно никуда не уйдем. Уйдете. Дорога у вас одна. И мы все прекрасно знаем, какая и сколько букв в этом слове. Нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения. Повторю еще раз, эти удары с нашей стороны состоялись также в ответ на непрекращающиеся удары по российской территории американскими ракетами «Атакамс». Как уже говорил неоднократно, с нашей стороны ответ всегда будет. Это еще один момент, когда хочется сказать Путину: дед, лучше бы ты молчал. Просто во время заседания ОДКБ российский диктатор выдал максимально несвязную 13-минутную речь на тему того, как Россия угрожает Западу и показывает свою силу. Но почему я говорю, что речь диктатора была несвязная? А потому что во время просмотра складывалось впечатление, что Путину его текст выступления просто перед заседанием кто-то подсунул. И он его на ходу читал, заикался, мямлил что-то себе под нос неразборчиво, нес ахинею про грозди орехов, про праздничное меню, продукты на столе в контексте ракет. Короче, просто посмотрите на то, как Путин говорил большую часть своего выступления, и сами все поймете. Мы видим, что главари киевского режима клянчат у своих хозяев и другую военную технику. Пусть никто не забывает при этом стоящих у нас на вооружениях
комплексах «Калибр», гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается, идет полным ходом. В нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты. Как в таких случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен. Согласитесь, возникает вопрос, а Путин вообще понимает, о чем он говорит? Я просто по работе своей часто отсматриваю заявления диктатора. Ну и честно скажу, такого растерянного, зависающего, неуверенного в тексте, неуверенного в своей речи деда я не видел давно. И казалось бы, да, вот Путин применил орешник, думает, что показал всем Кузькину мать, его все боятся. Но скажите мне, разве будет себя вот так вот вести человек, который реально так думает? Сидит, скукожившись, что-то там листает в бумагах, запинается, мямлит себе там нечленораздельно под нос что-то, да еще и путается в своих сведениях. Смотрите, сначала диктатор рассказывает о том, что Запад должен бояться мощи России, но потом же Путин говорит, что в ответ за удары американскими ракетами «Атакамс», которыми, как он сказал, бьют по территории России именно солдаты НАТО, он хвастается очередным массированным обстрелом Украины и анонсирует удары опять же по Украине. И будто бы у них это такой ответ на действия США. Окей, если это ответ, тогда чем это отличается от массированных обстрелов 23 года или 22 года? Выходит, там они тоже на что-то отвечали? Или это другое? Вопросы риторические. И сейчас Путин говорит, что бьет орешником, как в ответ на удар западными ракетами вглубь России. Тоже есть риторический вопрос. А когда прилетала западными ракетами по российскому приграничью, по солдатам путинским там, диктатору что, было все равно? Все равно на своих людей? Когда дальнобойные дроны украинского производства били вглубь России, тоже было пофигу. А теперь, как мы видим, резко ему дело какое-то появилось. Однако, более показательно тут то, что Путин на этот раз предложил считать удары этими орешниками, внимание, аналогом ядерного удара. Гиперзвуковая ударная система «Орешник» в неядерном исполнении. Мы вынуждены были пойти на ее испытания в боевых условиях, именно вынуждены. Как я уже сказал, в ответ на удары западным оружием по территории Брянской и Курской областей, ракетами «Атакамс» и «Шторм Шедоу». Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. По мнению военных и технических специалистов, в случае массированного группового применения данных ракет, то есть сразу нескольких орехов гроздью в одном ударе, его мощь этого удара будет сопоставима с применением ядерного оружия. Ну, во-первых, диктатор в очередной раз признался, что его, лидера сверхдержавы и мировой бензоколонки, проклятый Запад снова вынудил что-то делать. То есть Путин, который позиционирует себя как главаря нового миропорядка, признается, что он есть ведомым, а не ведущим в этой игре. Это во-первых. Во-вторых, важно отметить тут подмену понятий, что диктатор уже не угрожает никому ядеркой, именно ядерным оружием. У диктатора теперь новая писаная торба, орешник, с которой он носится как угорелый по разным саммитам. Зачем Путин так подменил понятие? Все просто. Потому что он знает, что за угрозой ядеркой его активно критикует Китай. И Китай, кстати, я напомню, заблокировал платежи российских банков и посадил экономику России, тоже важно отметить. И применить ядерку, в том числе, Путин из-за Китая сейчас не может. Но и слабину диктатор давать не хочет, ведь, как я и говорил ранее, ставки уже подняты самим Путиным слишком высоко. И вот на помощь Путину пришел орешник, который уже очень удачно есть замена ядерного оружия. Только не ядерное. Ну а раз не ядерное, значит разрешено, значит можно. Про что это говорит, как не про слабину? Серьезно.
Ну ведь заднюю просто так не дают, а деду уже дал. Ну, тут остается только надеяться, что во всяких Брюсселях и Вашингтонах понимают, что дальше нельзя дедушке давать замыкаться в этой своей скорлупе. Нужно просто как следует щелкнуть по маленькому и не очень зрелому ореху на дряблых плечах. И дело с концом. На этом, кстати, бредни диктатора не закончились, я вам так скажу. Дальше этого плешивого Остапа понесло. И он признался, что ВСУ, оказывается, давно делают удары по Москве и Питеру, чтобы уничтожить там, внимание, центры принятия решений. Ну и в ответ на это Путин пригрозил своими ударами по центрам принятия решений. На продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытания орешника в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. И опять же, по центрам принятия решений в Киеве. Заметьте, при том, что у них постоянно звучит риторика, что Киев будто бы ничего не решает, у них там заокеанские хозяева, бла-бла-бла. Но теперь центр принятия решений в риторике Путина появился, и по нему надо ударить. Не по Вашингтону или Нью-Йорку, а по Киеву. Почему? Вопрос тоже риторический, ведь против всего НАТО диктатор в лоб пойти боится, а удар по Вашингтону или Нью-Йорку – 5-я статья. Как говорится, добрый вечер. Ну а против Украины Путин гораст. Только вот тут есть такая штука, что все эти угрозы про удары по центрам принятия решений, орешники там, еще какие-то страшилки, все это не работает. Уже, по крайней мере, это не работает на здравомыслящего человека. Более того, это все есть свидетельством того, что Кремль сейчас в отчаянии из-за того, что Украина и Запад не боится их традиционных угроз. Они угрожают, но в ответ видят не смирение и покорность, а удары атакамсами. И да плевать всем на путинские орешники, серьезно. Даже сам Путин признался во время своей присухи, что вот он угрожает, а ВСУ, как они могут, продолжают уничтожать его базы на территории России. Я так скажу, так оно будет и дальше. Ведь диктатор понимает только силу. Просто посмотрите, как паяет путинских чиновников из-за этого всего. У Лаврова он спросили, мол, Сергей, ну что нам делать? Россию не бояться. На что же Жеребец сказал? Ведь удары продолжаются вот этими атакамсами, об этом Минобороны заявляет. Ну, у нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Господь терпел и нам велел. Но терпение обязательно, если его испытывают бесконечно, оно завершается. Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников, это русский мужик долго запрягает. Ну, дальше, уверен, зритель знает. Русский мужик долго запрягает и потом по ходу распрягает. Потому что если Путин все эти годы запрягал, то почему-то на 3-й год его успешной спецоперации по демилитаризации Украины, как про действия Путина говорит российское телевидение, в СМИ активно говорят о том, что Киеву могут вернуть ядерное оружие. Называется демилитаризировали. Да не, вы демилитаризировали. Давайте просто напомню, о чем именно речь. Байдену предложили помочь Украине получить ядерное оружие. По данным СМИ, американские и европейские чиновники предложили президенту США Джо Байдену помочь вернуть Украине ядерное оружие, изъятое у нее после распада Советского Союза. Чиновники считают, что такое решение было бы мгновенным и мощным сдерживающим фактором для России, но этот шаг был бы сложным и имел бы серьезные последствия. И еще ряд подобных публикаций был в западных СМИ, и в том числе похожие тезисы озвучивали некоторые западные чиновники.
Но я вам так скажу, после этого Путина и его марионеток буквально понесло. Они по очереди стали говорить, что ядерка Украины это недопустимо. Это нападение на Россию, прямое. Вот, кстати, у диктатора спросили на присухе, мол, а вы вообще в курсе, что там на Западе говорят про возвращение Украине ядерки? Вы действительно все так и планировали? Или, возможно, что-то пошло не так? Ну, диктатор сказал. Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим. Первое. Второе. Такие заявления могут делать только безответственные люди, которые ни за что не отвечают и не чувствуют на своих плечах никакой ответственности за судьбы своих стран и мира в целом. И третье. Если официально кто-то будет что-то передавать, то тогда это, значит, будет нарушением всех взятых на себя обязательств в области нераспространения средств массового поражения. Ну а самой Украине мы и это допустим. Мы будем следить за каждым шагом, что там происходит. А сейчас Россия типа применяет не все средства поражения, учитывая даже тот факт, что какие-то макеты орешников падают на украинские города. Серьезно. Однако сам факт того, что диктатора подбешивает даже возможность того, что Киев получит ядерку, говорит о многом. Ну еще вы подумайте сами, он уже все использовал, кроме ядерки. Но ему нечем банально уже угрожать. Дальше только ядерка, которую он никогда не использует. Ему не дадут это сделать. А если Киев получит ядерку, ну, у Путина что остается? Только капитуляция и все. Парламентская ассамблея НАТО одобрила резолюцию, в которой поддерживается право Украины наносить удары по военным объектам в тылу России в целях самообороны. Кроме того, участники ассамблеи призвали предоставить Киеву соответствующее вооружение. Как уточнил народный депутат и глава украинской делегации Егор Чернев, речь идет о ракетах средней дальности с радиусом действия от 1000 до 5500 километров. В частности, к таким системам относятся ракеты «Томагавк». Орешки Путина оказались не такими уж и крепкими, и его орешник, как оказалось, не напугал Запад так, как диктатор на это рассчитывал. Более того, ситуация сложилась абсолютно зеркально ожиданиям Кремля. Вместо прекращения помощи Украине, НАТО объявляет о том, что Киеву надо передать ракеты средней дальности для того, чтобы Украина могла отвечать на аналогичные удары Путина. То есть взаимосвязь, да, какая? Сначала Кремль на свою сторону привлекает солдат КНДР. То есть Кремль первый идет на эскалацию. Запад ему отвечает, дескать, нет, Вова, так не пойдет. Мы сейчас даем разрешение Украине гасить твои заводы и базы в глубине России. Путин исчезает на 2 недели. Думает, сидит там где-то в бункере и, наконец, придумывает свой орешник. Думал, что теперь все будут бояться. Но мы видим эту резолюцию, и это прям как четкий сигнал Кремлю, что нет, Вова, ты еще раз не понял. Это мы будем говорить, где твое место. Ты эскалируешь, мы отвечаем. Давайте теперь пройдемся по тому, какие города и военные объекты в этих городах будут в зоне поражения ВСУ, когда Украина получит, ну, например, томагавки. Даже ракеты с дальностью 1000 километров смогут долететь до таких городов, как Москва и Санкт-Петербург, а также до Черноземья, регионов Поволжья, включая Татарстан, Северный Кавказ и другие территории. Если же Украина получит ракеты с максимальной дальностью до 5500 километров, под удар могут попасть, например, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сибирский федеральный округ или Якутия. Согласитесь, бункерный многоходовочник, походу, снова всех переиграл. А теперь подумайте, какой это удар для Кремля и для его пропаганды сейчас. У них же на телевидении и в СМИ только и слышно, как орешник напугал Байдена и Макрона, как Трамп трепещит перед новой палкой Путина. Даже Пескова выводили, который сказал, что российский диктатор ответил жестко и правильно. И все поняли. Многих людей в России все-таки уже складывалось такое ощущение, мнение, что коллективный Запад творит, в общем-то, беспрецедентные совершенно вещи, а мы действительно с какой-то удивительной сдержанностью на это реагировали.
Это почему? Потому что мы думаем о человечестве, о людях. Почему такая реакция была ранее? И почему вот она последовала сейчас? Ну, смотрите, во-первых, выступая в Санкт-Петербурге пару месяцев назад, Путин же четко предупреждал об этом. Он послал абсолютно недвусмысленный сигнал, четкий, аргументированный. И, конечно, там была все-таки надежда, что страны прислушались к этому. Но я думаю, здесь вот произошла такая смесь и оголтелости тех, кто принимает решения, смесь их натуры вот, партии войны, и еще жажда мести внутриполитическая. Все эти факторы, они срослись в Вашингтоне. И отсюда произошло это решение. Они пошли на то, чтобы игнорировать предупреждение Путина. И отсюда возникла эта ситуация, и потребовались такие решительные шаги и такие жесткие заявления нашего президента. У Кремля нет мощной защиты за спиной. И они все это прекрасно понимают. Но дать резко заднюю сейчас они не могут. Потому продолжают свою эскалационную риторику. Например, вот некий глава комитета Госдумы по обороне Картополов заговорил о возможности милитаризации союзников Кремля, в том числе в азиатском регионе. У американцев вообще нет горячего пыла, у них есть необдуманные, хаотичные решения, за которые потом им придется отвечать. А мы поставим ракеты там, где надо, чтобы обеспечить безопасность России и ее союзников. А дальше это проблема американцев. Хотят получить на орехи, они получат. Орешникам на орехи. Понятно. А вот в Азии размещение ракет, как вы к этому относитесь? Вот средней и меньшей дальности. Где может Россия разместить? Там, где верховный главнокомандующий точку укажет, там ракеты и встанут. В Северной Корее? Я же вам сказал. Там, где скажут, там они и будут. Честно говоря, если кто-то и захочет купить орешник Путина и поставить у себя в стране, в чем я, конечно, сомневаюсь, то у них ничего не выйдет. Банально, потому что эта ракета, если это можно назвать ракетой, не стоит на серийном изготовлении. Да, конечно, у Кремля есть запас ракет баллистики средней дальности, но других, еще советских. Не уверен, что это будет приоритетом какой-либо страны для покупки в 21 веке. Мне кажется, выгоднее куда купить ракеты у того же Китая. Они как бы явно современнее будут за московские. Так что делаем вывод. Это заявление Картополова не более чем просто слова. Заявление ради заявления. И заметьте, его снова делает не Путин. Это все говорят снова рты Путина. И делают они это для того, чтобы как-нибудь прощупать информационное пространство и понять, какой же ответ на все это должен дать бункерный. А он, кстати, снова пропал. Портал Кремля снова постит видеоконсервы с ним, где он встречается снова с какими-то странными людьми. И все это, я напомню, происходит в тот момент, когда Z-военкоры, идейные Z-патриоты, хотят услышать и увидеть внятную реакцию от лидера России. Запад хочет дать Украине ракеты средней дальности. Интересная новость. Из ракет с такой дальностью у НАТО есть только крылатый «Томагавк» и «Скальп-Навал». Конечно, у американцев есть комплекс «Тайфун», способный бить томагавками с земли. Но его приняли на вооружение лишь в прошлом году. Вдобавок, Вашингтон рассчитывал его использовать для сдерживания Китая и вряд ли решит поделиться им с Украиной, особенно после прихода Трампа к власти. Впрочем, не исключено, что Запад может передать Украине какую-нибудь секретную разработку, информации о которой в открытых источниках не появлялось. В конце концов, об орешнике до 22 ноября тоже никто не слышал. Надо ли говорить, что испытание западных БРСД на российской территории – повод ответить ядерными ударами по странам-производителям? Надо ли напоминать, что даже удары ВСУ по Крыму были поводом ответить ударами по странам НАТО? Удары атакам по территории России, которые уже наносятся ВСУ, это не повод? Уничтожение кучи НПЗ в России, Курская операция ВСУ – это все были красными линиями Кремля. И это причем не мои какие-то придумки, это же реальные заявления, публичные заявления Путина и его чиновников. Сколько они за эти 3 года полномасштабной войны не двигали своих красно-коричневых линий? Чтобы вы понимали, Медведев начертил новую красную линию Путина. И знаете, какая она? А никогда не поверите. Если Украине вернут ядерное оружие, тогда все. Теперь это будет нападение на Россию. Передача Киеву ядерного оружия от западных государств будет равносильно подготовке нападения на Россию с использованием такого вооружения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Сама угроза передачи ядерного оружия киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну.
Похоже, моя печальная шутка про безумного маразматика Байдена, решившего красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества, превращается в пугающую реальность. Передать ядерное оружие стране, которая воюет с крупнейшей ядерной державой, задался риторическим вопросом зампред Совбеза России. А давайте сейчас просто проследим за эволюцией красных линий Российской Федерации. Сначала. Подвигать НАТО к границам России нельзя. Ладно, НАТО подвигать можно, но вот вооружать Украину нельзя. Ладно, вооружать Украину можно, но вот бить по Крыму нельзя. Ладно, по Крыму бить можно, но вот по приграничным российским селам нет, ни в коем случае. Ладно, по селам бить можно, но вот по Белгороду не дай бог. Ладно, ну, знаете, бить по городам Российской Федерации можно, но вот только входить на территорию Российской Федерации нельзя, красная линия. Ладно, входить можно, но вот вглубь территории Российской Федерации бить нельзя. Ладно, бить вглубь территории России можно, но только дронами, ракетами нельзя. Ладно, ракетами тоже можно, но вот ядерное оружие передавать Украине нельзя. Короче, это все произошло за почти 3 года успешной 3-дневной спецоперации Путина, которая, я напомню, идет строго по плану и в соответствии с графиком. Заканчиваю на этом, друзья. До новых встреч.